день, уважаемые зрители! Меня зовут Константин Малиновский. И сегодня я бы хотел с вами поговорить на такую тему, как заболевание органов дыхания. Прежде всего, все мы с вами знаем, что в связи с сезонными обострениями большое количество возникает респираторных вирусных заболеваний. И, как правило, они осложняются такими проявлениями, как бронхит. Что же собой представляет бронхит? Бронхит представляет собой воспаление бронхов, трубочек, по которым отходит жидкость вверх и по которым поступает воздух непосредственно в легкие. При бронхите, когда эти трубочки отечны, уменьшается внутренний диаметр, и вся жидкость, вся слизь, которая должна выходить наружу, начинает там застаиваться. Чем это опасно? Опасно тем, что уменьшается внутренний диаметр этой трубочки, то есть бронха, поступает меньше воздуха, то есть организм испытывает состояние гипоксии, нехватки кислорода. И самое основное, что вот эта жидкость, слизь, является отличной питательной средой для развития различного рода микроорганизмов, будь то вирусы, будь то бактерии, будь то грибки. Поэтому самое основное, чтобы не допустить осложнения такое, как пневмония, то есть воспаление легких, необходимо максимально быстро избавиться от этой слизи. То есть каким-то образом ускорить ее эвакуацию и уменьшить ее выработку. Для этого необходимо начать лечение на ранних сроках. Что в данном случае может помочь и быстро поможет? Это, конечно, комбинация нескольких лекарственных форм. Сегодня я вам приведу рецепт, который окажет быстрый эффект в течение 2-3 дней. Максимально быстро вы выйдете из этого состояния. Итак, что входит в состав рецепта? Первое – это таблетки термопсиса. Вы берете 2 таблетки термопсиса. Второе – это грудной эликсир. И третье – это чистая кипяченая вода. Теперь поговорим о том, что как работает. Термопсис обладает следующими свойствами. Первое. Он обладает отхаркивающим свойством. То есть человеку хочется избавиться от этой слизи. Раз. Активирует дыхательный центр. То есть мы более глубоко, более активнее начинаем дышать. За счет этого потоки воздуха изменяются. Активирует слизистую бронхов. На слизистой бронхов есть такие клеточки, называются ресничатые эпителии. На конце клеточки есть вот такие волосики, реснички. И все они работают в одном и том же направлении. То есть они гонят слизь наружу. То есть они начинают работать более активно. Соответственно, слизь начинает продвигаться. И они стимулируют гладкую мускулатуру бронхов. То есть бронхи становятся не спавшими, а становятся более напряженные. То есть увеличивается внутренний диаметр бронхов. В состав таблеток термопсиса входит еще сода. Сода – это щелочь. Щелочь разжижает мокроту, то есть делает ее менее вязкой. Берем 2 таблетки термопсиса. Мы их раздавили и приготовили из них порошок. Второе. Грудной эликсир. Что туда входит? Это жидкость. Туда входит корень солодки, который обладает противовоспалительным и отхаркивающим действием, и анисовое масло, которое, как и термопсис, активирует дыхательный центр, активирует работу ресничек, обладает отхаркивающим свойством и активирует тонус гладкой мускулатуры бронхов. Здесь мы берем 1 десертную ложку и берем 4 столовые ложки кипяченой воды. Все это мы с вами перемешиваем и выпиваем после еды спустя где-то 40-50 минут. И после приема данной микстуры то же самое не рекомендуется принимать ни питье, ни кушать в течение часа. Еще раз рецепт. Термопсиса 2 таблетки, 1 десертная ложка грудного эликсира и 4 столовые ложки кипяченой воды. Все это перемешивается и выпивается. Кратность приема 2-3 раза в день. Самое основное – это прием на ночь. На этом наша лекция подходит к концу. Если информация для вас была полезная, ставьте лайк.
и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!